Екатерина Шульман обратила внимание на поразительную статистику. Мы уже говорили о росте преступности, но говорили конкретно о росте числа убийств. Рост там вполне ощутимый, на 5%, но цифры статистики МВД, на которые обратила внимание Шульман, поражают всякое воображение. С января по октябрь месяц число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло в России почти на треть. Что звучит тревожно, но еще не так ужасно. Ужасно то, как преступления разбились по регионам. Курская область плюс 675%, Белгородская область плюс 213%, Москва плюс 203%. Просто какие-то поразительные, запредельные и совершенно неправдоподобные цифры. Если бы речь шла об экономических показателях, то все бы решили, что ведомство просто рисует статистику самым бесстыжим образом. Но тут речь об МВД, о ведомстве, которое в последнюю очередь заинтересовано завышать цифры. Скорее, оно будет их занижать. Тем более по преступлениям с использованием оружия. Всего за 9 месяцев войны в стране не просто подросла преступность, что следует из статистики убийств. Россию уже сейчас накрывает преступная волна. Причем не абы каких преступлений, а именно насильственных. Сложно себе представить ненасильственное преступление с оружием. Хоть скорость развития ситуации воображение и поражает, но объяснить причины происходящего не очень-то трудно. Наивным людям может казаться, что в годину тяжелых испытаний посреди войны воровать должны меньше. Хотя бы базовое армейское имущество. Оружие, технику, боеприпасы и взрывчатку меньше должны воровать. Но на самом деле все наоборот. Воруют в разы больше. Потому что с точки зрения учета, война — это такая штука, в ходе которой большие массы материальных ценностей могут легально пропадать в никуда. Где снайперская винтовка Драгунова? Эта винтовка выдана ефрейтору Сидорову. Номер военного билета такой-то. Подпись вот стоит. А где ефрейтор Сидоров-то с винтовкой? Ну, где-то под Бахмутом оказался не с той стороны снаряда и пропал без вести. Вместе с винтовкой, конечно, оптическим прицелом, каской, бронежилетом и целой накладной всяких там ценностей, за которые он так удачно успел расписаться аккурат за пару дней до своего трагического исчезновения. Вы же помните все эти бумажные батальоны, которые были полностью укомплектованы по штату, а на деле не имели до половины бойцов? Но обеспечение-то они себе выписывали по номинальной численности, а не фактическое. Каждый день в каждом военном округе и каждом соединении появляются те, у кого уже никто ничего и никогда не спросит. Кого не вызовет на допрос прокурор. До кого не доберется никакой на свете ревизор. Это мы с вами говорим, какой ужас людские жизни превратились в статистику, которой каждый вертит на свой вкус и сам черт в ней ногу сломит. Но для лиц материально ответственных это рай. Это возможность списывать не единицами, лихорадочно сводя концы с концами в отчетности, но списывать целыми складами. Понятное дело, что в первую очередь списывать будут то, что легко и быстро сбывается на ближайшую оптовую базу. Еду, одежду, товары народного хозяйства, запчасти и горюче-смазочные материалы. Понятно, что для распродажи оружия, боеприпасов и взрывчатки нужна таки некоторая степень отмороженности. Но это пойдет не каждый первый, и, может быть, не каждый десятый, и даже, возможно, не каждый сотый. Но, учитывая масштабы военного ведомства, масштабы бардака, который внесла в него война, подобные авантюристы вовсе не нужны в большом количестве. Десятков или даже единичных сотен тех, кто смекнул, что один автомат стоит дороже 1000 банок тушенки, а гранатомет дороже целого фургона термобелья, таких людей будет достаточно, чтобы поток оружия в руки любых желающих стал непрерывным. Это в мирное время существует огромный риск. Ведь когда проданный автомат всплывет в нападении на инкассаторов, в ту же минуту будет установлено, на каком именно складе он лежал. И сразу станет ясно, какого прапорщика и майора сажать. А сейчас что? Мало ли, как попал на место преступления автомат. Может, укронацисты его вырвали из рук мертвого рядового Сидорова и через шпионскую свою агентуру продали бандитам. Или грибники нашли на местах боев. Туман войны, что поделать? Мое дело Сидорову под роспись выдать, а я Сидорову под роспись и выдал. За подробностями воскрешайте Сидорова. И это даже без учета того, что Россия воюет не только регулярной армией, но и никому неизвестным количеством и ассортиментом индивидуальных военных предпринимателей. Все знают про Вагнер, но на деле так называемых ЧВК, добровольческих формирований и прочих ребят, правовые основания существования которых загадочны, их сильно больше одной группировки. Небезызвестный Игорь Стрелков-Гиркин
Насколько известно по его личному телеграм-каналу, так и не влился добровольцем в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Но только зачем ему это? Ведь лучше сколотить свой собственный добровольческий отряд «Невский», в рядах которого не только стрелки-автоматчики и снайперы, но и артиллеристы, экипажи бронетехники и операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов. Тренируются они все не в Донецке или Луганске, а в российском городе Тамбов. И это все под руководством человека, который, кроме того, что признан виновным нидерландским судом по делу о сбитом Боинге, так еще и никакой позиции в структуре российской армии не занимает и никому формально не подчиняется. И стрелков Гиркина тысяч полбеды. Он себя позиционирует как этакий белоперчаточный офицер, наследник славных традиций русской императорской армии. А вот воюющий на территории Украины имперский легион гораздо ближе к обыкновенным фашистам. Этот самый имперский легион является боевым крылом русского имперского движения. И с одной стороны, он с удовольствием получает российские государственные награды, а с другой стороны, даже не пытается скрывать свои неприязни к российской власти. Группировка «Русич» под командованием нациста и живодера Алексея Мельчакова тоже ничего не стесняется. Мельчаков сам говорит про себя прямо, что он нацист, и что он не хочет прикрываться какими-то там имперскими эвфемизмами. Нацист и все тут. Он также выкладывал в сеть инструкции, как правильно пытать военнопленных. И этот вот замечательный Русич открыто декларирует, что у него есть полный карт-бланш от государства. А самое веселое, что подобные группировки размножаются быстро, буквально почкованием. От Русича, например, уже отпочковался отдельный батальон «Зимаргл». Отчего же им не размножаться, раз государство дало карт-бланш? Как к ним попадает оружие и техника, как это проводится по документам, какие и кто дает приказы, понять совершенно невозможно. Не существует легального способа для боевой машины пехоты выехать с территории базы в пользу частного лица. Тем более, мы понятия не имеем, как, попав в руки мало кому подконтрольных и совершенно непрозрачных ребят, все это дело учитывается и контролируется. Феноменальный взлет преступлений с использованием огнестрельного оружия, в общем-то, не сюрприз. Сюрприз — скорость этого взлета и его масштабы. Сам факт был довольно неизбежен, и мы 100 раз его предсказывали. Любая большая война создает черный рынок оружия. Любая большая война создает серые зоны, где воровство невозможно обуздать. Но российская власть умудрилась еще и поверх всего этого навести такую тень на плетень, наплодить такое множество параллельных, полулегальных, совсем нелегальных, боковых, престижных, реальных и мифических структур, что обеспечило многие поколения историков научными карьерами чисто на поиске концов. Кто чем руководил, кто за что отвечал, кому и в каком количестве текло оружие со складов и где оно в конечном итоге оседало, в руках мексиканских наркокартелей или местно чтимых банд средней полосы. Однако расползание огнестрела само по себе, конечно, не может быть причиной столь резкого взлета. Оружием еще должен кто-то воспользоваться. Сейчас с вами поговорим о том, откуда берутся преступники и почему их так много стало, почему они так резко активизировались. Но сперва некоммерческое объявление. Пару месяцев назад я в интеграции рассказывал про молодежную организацию из Риги, которая помогает беженцам из Украины. Недавно они мне прислали видеоотчет о том, куда пошли собранные с той интеграции деньги, которые вы отправляли. Собрали тогда довольно много. В общем, посмотрите интеграцию, и если вы из Риги, приходите обязательно им помочь. Всем привет! Если вы меня помните, то я Ира, волонтер из Риги с автовокзала. И благодаря видео Максима Каца мы с вами собрали деньги на бусик, на котором мы теперь можем возить украинцев, помогать им с логистикой, довозить их до нужного им места, например, до гостиницы или до центра помощи, который находится в 20 километрах от Риги. Также мы можем на этом бусике возить какие-то вещи, еще что-то, все, что нам надо. Например, мы открыли недавно пункт, где мы выдаем теплые вещи людям, и этот бусик тоже помогает, потому что собираем мы вещи со всех концов Риги, и также возим какую-то большую мебель, которую в руках просто не перенести. А также, к слову, мы открыли пункт выдачи теплой одежды для украинцев, так как они приезжают с оккупированных территорий совсем без вещей, и у них нет денег их приобрести, мы им тут это выдаем. Это находится на центральном базаре, прямо около автовокзала, 3 минуты пешком. Люди приходят, могут выбрать себе как джинсы, так и кофты, так и теплые куртки, одеяла, пледы, теплая обувь. И если вы находитесь в Риге, и если у вас есть возможность, принесите нам что-то, пожалуйста.
Продолжим. Быть преступником сейчас – это все равно, что обнаружить себя производителем медицинских масок в марте 2020 года. Это все равно, что торговать цветами 1 сентября или 8 марта. Пришло ваше время. Дело не только в том, что возможность приобретения любого оружия, от пистолета до танка, теперь ограничена только вашими финансами. Не только в том, что возникла куча серых зон, где нет никакой стационарной власти, где вопрос трафика чего угодно, от наркотиков до людей, решается подключением в долю местного полевого командира. И не только дело в том, что в угаре ковровой раздачи российских паспортов можно больше не заниматься убогим переклеиванием фотографий и какими-то кустарными подделками. А можно создавать совершенно новые и полностью легальные личности с полным набором документов. У кого-то наводить справки-то? С чьими базами сверять? Украину, что ли, спросить? Существовал ли когда-то Петр Сергеенко 1975 года рождения в Мелитополе? Не только потому, что теперь фактически можно легализоваться, назвав свою вооруженную шайку добровольческим формированием. Как ни странно, даже не потому, что ныне существует способ выйти из тюрьмы с гордо поднятой головой через главные ворота, причем безотносительно причины попадания туда. Ведь никто не будет считать тех, кто отбыл в Вагнер, а начальник учреждения тоже хочет зарабатывать. Что ему стоит отдать 100 человек Пригожину, а еще 10 выпустить для пользы собственного кармана? Главная причина взлета преступности в том, что государство сейчас не до преступности. Патрульная полиция носит повестки, уголовный розыск вычисляет уклонистов, ФСБ ловят фантомные диверсионные группы и вычисляет шпионов. Кто-то отправился работать на оккупированной территории, кто-то следит за блогером, недостаточно восторженно высказавшимся о специальной военной операции. Кто-то разбирается с бунтами мобилизованных. Короче, все пределы, у всех война. Неважно, что вы решили. Расширить свой преступный бизнес, выйти на новые преступные рынки, решать вопросики с конкурентами путем их зачистки. Что бы вы ни хотели, момента лучше вы вряд ли дождетесь. Любая масштабная чрезвычайщина – раздолье для преступности всех видов. Государство, которое всецело вложилось в решение лишь одной единственной задачи и утратило представление о собственных границах, очень слабо само понимает, на каких территориях распространяется действие его законов. Оно слабо понимает, кто и на каких условиях является гражданином этого государства и сколько вообще этих граждан есть. Оно не контролирует собственные тюрьмы. Оно выкинуло в форточку даже не суд и уголовный кодекс, а само понятие ответственности за что-либо. Государство жестоко замотивировало свои правоохранительные органы и спецслужбы заниматься какой угодно чепухой, кроме своей реальной работы – борьбы с преступностью. Такое государство просто не оставляет шанса даже самым застенчивым преступникам как-то совладать с собой и не совершать преступлений. Ну что вы хотите от простого оптового уголовника, когда он вместе с нами читает телеграм и ежедневно видит, как каждому, кто в руки взял автомат и объявил себя атаманом, с рук сходят такие вещи, за которые еще год назад без разговоров бы светило пожизненное. Да и пожизненного никакого теперь нет, и тюрьма какая-то не тюрьма. Люди берут в руки оружие, но не караются государством, а напротив, поощряются. И чем же я, хуже, думает какой-нибудь даже очень застенчивый преступник. Почему на моей улице не должен проехать инкассатор? Да и за углом есть распрекрасный ювелирный, с одним охранником, в котором едва душа держится. Почему он не должен стать моим? Сломанные войной, обиженные на жизнь окружающих и государства люди массово приходят с фронта и уходят в преступность, потому что больше некуда. Но Данилы Багровые в количестве сотен тысяч – это вопрос будущего. Не очень далекого, но все-таки будущего. Пока всех, кто как-то способен воевать, держат на передовой. Не они нам обеспечивают резкий взлет преступности. Нам ее обеспечивают и будут обеспечивать дальше те, кто почуял окно возможностей. Почуял, что для них складываются максимально благоприятные обстоятельства. Удивительно, конечно, скорость, с которой это произошло. С другой стороны, государство уж слишком явно объявило сезон махновщины. Есть такой эффект, от которого никуда не денешься. Когда идет футбольный чемпионат, а футболисты становятся национальными героями, то все граждане, даже те, кто в жизни футбол не смотрел, вдруг оборачиваются болельщиками. А дети бегут записываться в секции. Когда национальные ваши герои братки с оружием, число желающих ими стать тоже будет быстро расти. Мы находимся в очень интересном, но в то же время до предела мрачном периоде российской истории. Интересно это время потому, что все прогнозы экспертов начинают сбываться. Выясняется, что когда люди вам говорили, не надо развязывать войны, насилие обязательно вернется внутрь, ни в коем случае не размывайте монополию государства на легальное насилие, потому что сами потом не будете знать, куда
деваться от всех этих искателей приключений, которых вы сами раскормили. Так вот, оказывается, что эксперты не шутили вовсе, а действительно предупреждали о том, что будет в реальности. Страшно здесь то, что эксперты-то предсказывали катастрофу. Она была очевидна. Но это не значит, что выход из нее настолько же очевиден. Мы сами не знаем, как из этой ситуации выходить. Подразделения полиции, которые 20 лет назад занимались организованной преступностью, последние 10 лет паразитировали исключительно на преследовании оппозиционных структур и страйкбольных клубов. Мы не знаем, как их вновь обучить настоящей работе, когда их клиентами будут не студенты с мечтой о прекрасной России будущего, а организованные, обученные и хорошо вооруженные бандиты. Мы не знаем, как остановить расползание оружия по стране. Даже если война завтра остановится, этот процесс будет идти еще очень долго. Мы не знаем, что делать с таким количеством искалеченных морально и физически людей с боевым опытом, которые очень скоро хлынут обратно в страну. Давненько таких проблем в таком масштабе никто не решал. Вообще в мире. Это общая характеристика нынешней войны. Каждый день закладывает последствия, которые будут разгребаться годами. Идиотическая, никому не нужная война будет ставить и нынешнему режиму, и любой грядущей власти вопросы, на которые не будет однозначно хорошего ответа. Со сменой режима и концом войны произойдет важная перемена. Мы перестанем каждый день копать яму вниз. Но та яма, которая уже выкопана, в которой мы оказались сейчас, за нас ее никто не закопает. Развязанная Путиным война и все нарастающее ее эхо – это катастрофа. Она уже случилась. Но и с катастрофами можно и нужно работать, а как иначе? Во-первых, необходимо минимизировать ущерб. Во-вторых, следует делать правильные выводы. Насчет первого пункта мы не единожды проговаривали простую истину и занимались этим прямо с 24 февраля. Войну следует как можно скорее прекратить. Лучше сегодня, чем завтра. Лучше завтра, чем послезавтра. Чем быстрее ненужная и проигранная война будет завершена, тем меньше последствий этой проигранной войны придется разгребать. А что насчет выводов? О многочисленных уроках российско-украинской войны можно сделать целое отдельное видео, и даже не одно. Но теме этого нашего ролика соответствует следующий вывод. Не существует в природе такого порядка, который обещает навести авторитарная власть. Почти всегда, почти в любой стране, почти в любом обществе этот пресловутый авторитарный порядок оборачивается самым вопиющим бардаком. Ибо то, что авторитарная власть называет порядком, в действительности является сломом законности. Не бывает так, что носители политической власти ради какого-то высшего блага ломают законы через колено, но делают это с такой хирургической изящностью, что вся остальная страна продолжает жить по закону. Нет, это трещина, которая моментально охватывает все государство целиком. Власть, которая позиционирует себя как сильная, в действительности делает государство очень слабым. Потому что государство, как на фундаменте, стоит на процедурах и институтах. Занудные либералы, которые из года в год взывали к Кремлю «соблюдайте вашу же конституцию», это не малохольные фрики, которым больше нечем было заняться, не агенты иностранных спецслужб, нанятые, чтобы ослаблять государство. Занудные либералы, вроде меня, как раз и есть самые большие государственники. Сторонники неизыблемости конституционных норм, законности, прав человека, ненавистники правового нигилизма, когда защита прав вдруг объявляется, если не предательством, то некой западной придурью. Давайте просто смотреть на результаты. Разве пресловутый порядок, который строили у нас 20 с лишним лет, стал достойной заменой законности? Мы довольны тем, что получили. И что, мы получили на выходе так называемое сильное государство? По-настоящему сильное государство – это то, где соблюдаются законы. А эти законы сами по себе конституционные и законные. Не принимаются наперерез Конституции ради сиюминутной конъюнктуры. В по-настоящему сильном государстве правоохранительные органы не занимаются охранительством, устанавливая некие порядки. В сильной стране правоохранительные органы охраняют права от чьих угодно посягательств, вплоть до президента. К сожалению, нашей с вами стране вновь пришлось пройти через многолетний страшный эксперимент, чтобы вновь прийти к банальным истинам. Потому совершенно непонятно, зачем нужно было проходить весь этот особый путь. Нам предстоит долго залечивать все шишки, собранные на этом особом пути.
Нам предстоит наверстать упущенные десятилетия, установить в нашей стране законность и сделать Россию комфортной для россиян. Это будет очень тяжело, но у нас нет другого выхода. Жить нам необходимо в стране, существующей для счастья и жизни, а не страданий и смерти. В этом наши ценности. Можно называть их либеральными, можно называть их общечеловеческими. Нам необходимо будет впредь не допускать установления чьих-либо порядков, защищать права сограждан, строить государство гуманности и законности. До завтра.